Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события ожидаются на этой неделе, что грядет, что уже произошло и какое влияние все это окажет на экономику, финансовые рынки и нашу жизнь. Сегодня вышла масса статистики по Китаю. Эта статистика не очень хороша для нефтяного рынка, поскольку указывает на то, что спрос на нефть будет в ближайшее время, скорее всего, сокращаться. Поэтому потребуются какие-то события, которые поддержат высокий спрос на нефть. Вопрос только в том, что будет происходить. Так, ну вот базовая кредитная ставка в Китае сохранилась. Имеется негативная динамика по инвестициям в основной капитал. Это такой достаточно скользкий момент, потому что это указывает на то, что делают ставку на отсутствие роста производства или на то, что спрос на продукцию будет падать в среднесрочной перспективе. Так, ВВП рисует сказочный 4,8%, но вот ВВП Китая это такая вещь очень интересная. Если переходить к графику, который показывает, чем обусловлен ВВП Китая, то здесь отчетливо видно, что в последнее время все держится в основном на экспорте китайской продукции и росте этого экспорта. Спрос на который, внутренний спрос на который делало ставку китайское правительство, он не развивается, он депрессирует. И в таких условиях получается, как женская дружба у Китая и США. Плывет по реке черепаха, на черепахе лежит змея, змея думает: укушу сбросит, черепаха думает: сброшу укусит. И вот такая у них получается неразрывная связь. Америка зависит от промышленности Китая, который поставляет продукцию, потому что сами Штаты в свое время вывели на аутсорсинг промышленное производство. И поэтому, если Трамп будет вводить, увеличивать, жестить с пошлинами на китайские товары, в самой Америке экономическая ситуация ухудшится, потому что это вызовет значительное удорожание жизни для населения, причем даже для среднего класса и для состоятельных американцев. Ну и там еще есть один застарелый момент, который касается Тайваня. Сейчас на текущий момент все придерживаются статуса кво, то есть один народ, две политические системы. Китай постоянно требует подтверждать данный вопрос от Соединенных Штатов. Штаты постоянно требуют от Китая, чтобы он не угрожал Тайваню. И здесь получается такой клубок событий, когда все очень мощно переплетено. Потому как если возникает конфликт в части попытки удержать Тайвань со стороны Китая, это вызовет катастрофические последствия для мировой экономики. Как минимум будет потеря 10% мирового ВВП. Китайский ВВП вообще просядет на 15-20%. Ну и весь мир хлебнет сполна. Но на текущий момент времени, так же как тарифные войны и ситуация с Тайванем, это не более чем политическая игра между Соединенными Штатами и Китаем. Соединенные Штаты делают все возможное для того, чтобы перевести к себе ключевые позиции по производству полупроводников. Но в данный момент это не реализовано. Непонятно вообще, когда это будет сделано, не будет. И я так думаю, что вот эта ситуация, так называемый статус-кво, она продлится бесконечно долго, до того момента, пока не произойдут какие-то потрясения в самом Китае. Вот как только там начнут происходить потрясения, тогда мы можем увидеть попытку принятия Тайваня. Интересный момент, связанный с ВВП Китая. Дело в том, что с конца 90-х, начала нулевых годов Китай показывает двузначный ВВП рост каждый год. Были там провалы, когда кризис 2008 года. Но на текущий момент двузначных цифр уже нету. И идет рост где-то в районе 4 плюс-минус процентов. Часть реальная, какая часть нереальная, то есть, ну скажем так, искусственно, вызванная, искусственно завышенная. И разный диапазон дают разные источники, но все источники едины в том, что когда в Китае был высокий рост на уровне двухзначных процентов, вот эта часть, связанная с искусственным завышением, она была небольшая.
в процентном отношении от всего объема, а сейчас она приближается к половине, возможно, даже больше. Но, казалось бы, даже если, допустим, 40% завышения, 4-8%, все равно как бы на выходе получается достаточно хороший рост в районе 3%. Но дело в том, что экономический рост – это как маховик. Если он начинает подтормаживать, тем более у страны, которая занимает доминирующую роль в мировой экономике, это будет чувствоваться как в самой стране очень негативно для покупательской способности населения, так и во всем мире. И поэтому, конечно, текущие процессы, они указывают на то, что Китай находится в стагнации, ну или в близком к этому состоянию. 26 год для Китая может быть решающим. И как раз если ситуация ухудшится в Китае, то могут быть какие-то действия, связанные с Тайванем. И вот тогда уже всем будет очень нехорошо. Так, друзья, ну возвращаясь к статистике, календарь экономических событий на сегодня. Здесь можно отметить, что в Китае оперативные данные, объем промышленного производства растет, что весьма обнадеживает. Уровень безработицы немножко снизился по сравнению с тем, который был в предыдущем месяце и спрогнозируем, но на самом деле это в пределах погрешности. Так, ну и на этой неделе еще грядет выступление чиновников ЕЦБ по поводу финансовой и монетарной политики. Принятые решения могут оказать существенное влияние на курс доллар-евро. Так, давайте посмотрим график доллар-евро, недельный таймфрейм. Соответственно, на этой неделе весьма вероятно определится ситуация, остается или не остается евро-доллар в долгосрочном канале. По результатам предыдущей недели более вероятно, что будет либо попытка роста, то есть ослабление доллара к евро, или консолидационное движение в районе текущих значений. Но как бы ситуация все-таки указывает на то, что чуть-чуть вверх сходит евро против доллара. На текущей неделе отчитывается американский хай-тек, уже началось движение позитивное в NASDAQ. Apple всех порадовала. Но опять же, переговоры между Китаем и США могут, конечно, подпортить этот благоприятный фон. Тема, которая касается санкций относительно поставки так называемых редкоземельных элементов из Китая в США и Европу, может опять оказать существенное влияние. Дело в том, что весь мир целиком зависит от Китая, практически целиком от поставок галлия и тяжелых лантаноидов, а также Германия. И эти элементы, они критически важны для выпуска многой продукции, особенно ВПК. И если Китай здесь проявит упорство, то может произойти много неблагоприятных процессов в американском и европейском хай-теке и ВПК. Так, друзья, ну вот еще на этой неделе появляется второе дыхание для криптовалюты Ripple. Давайте откроем по ней недельный таймфрейм. Вот когда был вынос очень мощный неделю тому назад, Ripple совсем-совсем сильно сложили в 2 раза. Ну и сейчас вот наступает положительная новость о дополнительных инвестициях в покупку Ripple. И это событие, оно может быть весьма позитивно для Ripple. Потому что прямо напрашивается движение вот сюда, вот в район 3,5, 3,7. Ну, конечно, это, в общем-то, слишком чересчур мощный рост, с учетом того, что сейчас идет консолидация на хаях и какое-то ощущение такого вот последнего рывка, после которого все. Но, тем не менее, как вы видите, летает она очень хорошо, ликвидность не такая большая, и на фоне благоприятного новостного фона могут ее, в общем-то, подтянуть в район 3,2, то и 3,5. Так, друзья, далее давайте посмотрим Ripple. На той неделе он поколол, нервы пощекотал, на этой неделе пока идет откат. Вроде как и американцы с китайцами о чем-то должны договориться. Вроде как хорошая отчетность от американского хай-тека пошла, и вроде как жизнь от этого должна наладиться. Конечно, в это верится с трудом, но посмотрим, насколько это движение реализуется по возврату вот сюда, вот в район 16,5. Что-то, мне кажется, этого не произойдет по ВИКСу. Так, друзья, давайте перейдем к NASDAQ, американский индекс. Ну вот он на фоне всех известий пытается улететь в космос. Селенок, однако, у него не хватает. Переходя к дневному таймфрейму. Так, друзья, ну вот смотря на дневной таймфрейм по NASDAQ, видим, что здесь картина маслом. Либо он пробивает максимальное значение, и, соответственно, здесь происходит консолидация, проторговка, идем дальше. Вот, или же отсюда будет отбой и возврат в консолидационный диапазон и попытка сходить на 23 500. Ну, на этой неделе много отчетности. Мое такое субъективное ощущение, что будет попытка прорыва и потом все-таки откат к консолидационному донышку или даже пониже. Если к S&P переходить 500, то здесь ситуация, она такая же у NASDAQ, но не так вплотную он подошел к попытке переписать хаи. Все-таки хай-тек не тащит с такой силой S&P. И здесь, я думаю, будет такое же движение, как у NASDAQ. Просто NASDAQ на данной неделе он оказывает существенное влияние, поскольку хай-тек отчитывается. Но я думаю, он практически полностью повторит. Единственное, будет амплитуда поменьше, и не так остро он будет колоть наверх. Так, ну и переходя к бенефициару сегодняшнего торжества на рынке хай-тека, компания Apple.
Ну, здесь вот достаточно уверенно вот это движение сегодня произошло по пробою. И то, как это все идет, внушает определенный оптимизм, как минимум по компании Apple, что она здесь вполне вероятно может задержаться. Ну, если откат будет, то, соответственно, 240 критичная величина, которая в случае пробоя потянет ее уже в район 200. Я думаю, все-таки, судя по этому движению, которое вот оно происходит, весьма вероятно, что либо будет проторговочка на достигнутых значениях, либо попробует еще порасти. Но здесь как бы вышла хорошая информация, позитивная, вот, и поэтому, скорее всего, будет консолидация на хаях, вот в этом диапазоне в ближайшие дни. Ну, прям вот такого что-то такого супер, чтобы я утащил на 280, но может быть на 270, я вот пока такого не наблюдаю, не нахожу. Скорее всего, движение будет в этом диапазоне. Так, друзья, далее NVIDIA, так называемый прокси искусственного интеллекта и всего, что в нем происходит. Но здесь как бы динамика пока стагнирующая, он находится в консолидационном диапазоне. И здесь я бы даже сказал, весьма вероятно тестирование диапазона 170-175 и попытка ухода пониже. Не знаю, как это реализуется, пока вот он здесь торгуется. И, соответственно, в этом диапазоне он будет торговаться и пытаться сходить на 192. Но здесь прям такого уверенного движения или стремления вырасти я не наблюдаю, как, допустим, у Apple. Так, друзья, далее Tesla. Тоже по ней должен быть отчет. Но вот у нее какое-то такое неуверенное движение, больше похоже на NVIDIA, нежели чем на Apple. Поэтому я бы на нее на этой неделе ставку не делал. Скорее всего, будет продолжение консолидации в диапазоне, вот в этом. И даже, может быть, попытка усиленного тестирования донышка в районе 416. Так, друзья, далее у нас идет нефть, бренд. Ну, смотрите, действительно, как бы в целом макроданные из Китая, они все-таки указывают на охлаждение китайской экономики, несмотря на позитивные данные по производству. И поэтому здесь, в общем-то, достаточно депрессивное восприятие спроса на нефть. Тем более нефти сейчас профицит. И поэтому здесь, я так думаю, мы достигли критических значений по бренду, потому что уже как бы 60 очень тяжело для добытчиков во многих частях мира. А вот 55 это уже никуда не годится. Соответственно, здесь, ну, я думаю, сейчас чем-то будут подогревать спрос и пытаться увести в район 66. Кстати, по бренду, если смотреть квартальный график, то здесь вот, что называется, решается судьба в этом квартале, даже, я думаю, в этом месяце. Так, друзья, далее золото. Ну, давайте сразу посмотрим часовой таймфрейм. Ну, по часовому таймфрейму оно готово немножко скорректироваться вот сюда, вот в район 4294 к этому значению. Вот, но на самом деле на этой неделе, конечно, будет достаточно существенные драйверы в части попытки разрешения ситуации между Китаем и Соединенными Штатами и что решит ЦБ относительно дальнейшей монетарной политики. Если анализировать, что происходило в момент вот этого движения, текущий рост золота себя еще не исчерпал, и несмотря на разворотную формацию и попытку отката, все-таки должно быть тестирование предыдущего максимума. Тогда можно будет говорить о том, что будет какой-то коррекционный откат. Пока, как бы, несмотря на разворотные формации по часовому таймфрейму, больше фактов указывает на то, что будет продолжение, либо попытка тестирования вот этого хая, либо консолидация вот в этом диапазоне. Так, друзья, давайте индекс ММВБ посмотрим. Квартальный таймфрейм, то есть одна свеча, это один квартал. Ну, обычно четвертый квартал он должен хорошо проходить, потому что под него могут и бонусы давать. Но если переходить на недельный таймфрейм, видим, что на прошлой неделе на фоне позитивных новостей в части переговора Трампа с Путиным мы увидели отскок и попытку сформировать движение в районе 2932. Есть, конечно, основания для такого движения, но слишком волатильный новостной фон, он может этому движению воспрепятствовать. Поэтому я бы пока воздержался здесь от каких-либо покупок или действий. Так, друзья, ну и рубль-доллар на той неделе, вот это движение, которое начиналось на 84, оно не произошло, оно пока отложилось, но я думаю, ящик, который оно отложилось, будет не очень долгим. Переходя на дневной таймфрейм, видим, что здесь просто идет коррекционный откат на текущий момент. Вот, и рост пока еще никто не отменил доллара против рубля. Так, ну вот у меня такое ощущение возникло, что я что-то забыл, а забыл я биткоин. Давайте посмотрим биткоин к тетherу. Дневной таймфрейм сразу берем. Все прекрасно, все чудесно. Попытка слива не засчиталась. И если не будет резких политических новостей, то, соответственно, я думаю, на этой неделе мы, по крайней мере, потестим вот это вот значение 113 600, 115. Да, резко он в рост не пошел после таких вот ударов. И пока как бы сила не прослеживается. Но мы-то знаем, что все эти действия, они были сделаны специально для того, чтобы вытряхнуть из кармашек буратинок волшебные электронные монетки и передать их правильным людям.
Поэтому здесь, я думаю, попытка движения на 114-115 на этой неделе или консолидация вот в этом диапазоне, который здесь возник. Пока все указывает на рост, но такой без энтузиазма. На лучший рост без энтузиазма, нежели стагнация. Так, друзья, ну, в общем-то, все, основные моменты осветил. Спасибо за внимание.